Здравствуйте! Вы слушаете подкаст глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов. Меня зовут Анастасия Платонова, и сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности председателя Верховного суда Грузии Мция Таду, с которым мы поговорим об информировании общественности, а также участии гражданского общества в судебной системе. Госпожа Таду, спасибо большое, что присоединились к нам сегодня. И для начала не могли бы вы вкратце рассказать нам о своем профессиональном опыте? Я свою деятельность в суде начала в раннем возрасте для судьи. Это было 1985 год, 35 лет тому назад. Мне было тогда 28, только что исполнилось. И я начинала выбирали тогда судей. В одном районе выбрали Грузии судьей, 2 раза выбрали. Потом, после 6 лет, я была председателем этого же суда в течение 8 лет. После того, как Грузия стала независимой, мы начали думать о реформах, судебной реформе. И в 1998 году я уже стала членом апелляционного суда после реформы. Там тоже была председателем палаты по гражданским делам в течение 5 лет. 2015 года меня избрали членом Верховного суда Грузии. И одновременно я возглавляю палату по гражданским делам и являюсь первым заместителем председателя Верховного суда. И при отсутствии председателя я исполняю обязанность председателя Верховного суда. Госпожа Таду, как вы думаете, какую роль информирование общественности играет в работе судебной системы? Я могу сказать, что самую главную роль. Если нет этой связи между обществом и судебной властью, тогда это очень плохо сказывается на работу вообще судов и отношения на уровне, допустим, граждан, которые пользуются нашими услугами, они не знают, как мы работаем, как выполняем наши функции. И общество имеет право это знать и должен знать. У меня были очень много случаев, когда судебная власть старается замкнуться, это дает отрицательные результаты. Почему? Потому что сразу начинаются вопросы, а почему они не общаются с нами, почему не говорят, что случилось с этим делом и так подобное. Поэтому мы, например, после реформы много чего изменили в этом направлении. В нашем и в законодательстве было так, что до моего прихода избрания в Верховный суд было закрыто. Сейчас в законе есть поправка такая, что имеют возможность и теперь представители прессы присутствовать. Они могут даже записывать процессы, давать комментарии. Как бывает, иногда эти комментарии не очень-то для нас позитивные, но это не имеет значения. Мы на это так смотрим, что свободу слова – это самое главное. И для нас это очень хорошо, когда нас критикуют, но есть дела, которые интересуют общество. Общество хочет знать, действительно мы самостоятельны или нет, действительно мы соблюдаем закон или нет. Потому что иногда наши решения на этот вопрос не отвечают полностью. Мы все наши решения публикуем. И Верховный суд уже 20 лет публикует. Сейчас начали публиковать и апелляционные суды, и суды первой инстанции. Так что имеет возможность, заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с этим решением. Я очень активно участвую в таких мероприятиях, которые
на которых ставят вопрос именно о работе судов, о положении в суде, как наши судьи рассматривают дела, практику мы рассматриваем вместе с ними. Есть у нас, например, научно-консультативный совет, куда приглашаем разных представителей юридической профессии. Это академическая часть, бывают и студенты, бывают адвокаты, бывают прокуроры. И там вот эти проблемные вопросы решаются вместе с ними. Иногда бывает, что они очень хорошую идею подают, и просто мы открыты для них, и они, когда это видят, они очень положительно к этому относятся. Я думаю, что в будущем мы в этом направлении продолжим свою работу. У нас будут проекты, где будут, например, встречи с представителями СМИ, прессы. Скажите, пожалуйста, каким образом участие гражданского общества было включено в судебную систему? Каким образом? Это в первую очередь заседания открытые. Почти все, только в исключительных случаях они закрываются, когда по закону предусмотрено, они могут присутствовать на судебном заседании. Вообще-то они, когда присутствуют, они же не знают, какие процессуальные вопросы мы решаем, а вот это надо объяснять. Потом мы объясняем. Например, в Верховном суде у нас такая практика. Мы же, когда выносим решение, сразу же объясняем, на чем будет основываться. Потом через месяц они получают, да, в письменном виде. Но мы сразу же объясняем уже в зале, почему мы пришли к этому выводу. Скажите, пожалуйста, учитывалось ли участие гражданского общества и его включение в судебную систему в стратегии долгосрочного планирования судебной системы? Я сколько работаю в суде, все время у нас идет реформа. Это нормально, потому что, вы понимаете, мы получили независимость где-то в 1991 году, да, а потом мы должны были перестроиться все это на новое. И у нас были разные этапы перехода. Во-первых, все меняется, усложняются отношения, экономический рост и тому подобное. Мы должны успеть все это держать на пульс руку. И поэтому, вот, например, в последней реформе были 4 этапа. И там точно вот этот вопрос, который вы ставите, в 2015 году уже решили участие общественности, судьи-спикера, которые разъясняют на понятном языке, допустим, решения, встречи. У нас есть, например, большая палата, которая из 9 человек рассматривает такие сложные дела, многогранные дела, и мы делаем выводы, сравниваем, допустим, эти периоды. Допустим, если рассматриваем 2018, сравним с 2019 годом, что там было, сколько было отменено решений, сколько было изменено и тому подобное. И пишем причины. В чем причина? Чтобы это было ясно. И это для всех доступно на сайте. Мы выпускаем. И при этом, когда мы делаем этот доклад, мы приглашаем всех представителей прокуратуры, адвокатуры, этих международных организаций, и они знакомятся с обстановкой правосудия в Грузии. Допустим, сейчас готовится 19-й год. По палатам, сколько дел было рассмотрено, сколько было отменено, сколько оставлено в силе, какие ошибки были допущены, чтобы потом
И этим может ознакомиться любой человек, который на сайт зайдет, и есть там специально наши доклады председателя суда. Вот такие вещи. Я слышала, что у вас в Грузии есть судебный музей. Не могли бы вы рассказать подробнее о нем? Да, это была идея, очень хорошая идея. Тогда меня в суде уже не было, но в 2013 году у нас есть День судей 15 мая. И тогда вообще-то наше здание, это историческое здание, в конце 19 века построено. И оно входит в наше наследие, культурное наследие. И очень красивое здание. И сделали, что в этом музее? Есть там, как зайдете, вы можете ознакомиться с историей нашего грузинского правосудия, как это все начиналось, как было там при Советском Союзе. Мы оставили один зал, где, например, рассматривались дела, где по расстрелу вот эти оставили. И там можно атрибутику найти, как дело мы сшивали вот этими иголками, стол, разные принадлежности, история, как это была, всех председателей. История очень мало было их. И самое главное то, что очень популярен этот музей и среди студентов особенно, среди молодежи, школьники очень часто бывают. Я встречаюсь с ними, объясняю, разъясняю, как-то у меня времени есть. И так интересно это все посмотреть. Они могут, например, сесть в эту, обвиняемых посажали, эти были. Камеры, да. Посидеть как судьи, одеться, там формы, да. Все это очень хорошо. И очень часто бывают у нас гости. Например, в прошлом году примерно 70 раз уже были. И еще у нас в Верховном суде имитированные процессы бывают. Эти студенты приходят специально, просят, запрос делают, мы разрешаем, и они как в зале садятся и имитируют процессы. Очень интересно это тоже. А как повлиял музей на понимание судебной системы общественностью? Я думаю, что оно сыграло свою роль, потому что интерес вообще к этой профессии юридически очень большой у нас. Им интересно это все, так преподносится это все. Что сказать? Можно сказать, что грузинская судебная система сделала большой шаг в последнее время. Я имею в виду во всех направлениях. Это было материально-техническое обеспечение, это было, например, социальное обеспечение судей. По сравнению, какая обстановка. И еще самое главное, это то, что эти решения стали более качественные, чем были раньше. Их читать, это некоторые на таком уровне написаны, что вот, например, можно сказать, что вот они пишут выше уровня. У нас много топ-судей, которые очень хорошо пишут, а это сказывается в том, что популярна наша судебная власть. А вы упомянули, что в Верховном суде проходят имитационные заседания. Да. Скажите, пожалуйста, эта программа проводится со студентами, которые готовятся стать судьями в будущем, или она проводится в рамках программы по информированию общественности? Это и то, и другое. Это бывают студенты, которые учатся, да, в вузах
У них это как обязательная программа проходит, и они стараются, чтобы в действительности, практически это все освоить. Информирование идет в том плане, что когда этот процесс заканчивается, потом идет разборка этого процесса, кто какие эти ошибки допустили, что надо менять и тому подобное. Разумеется, информирование общества – это связь суда и общества. Это самое главное, я думаю. Например, сейчас, как я исполняю уже больше 1,5 года исполняю обязанность, я очень часто встречаюсь с представителями общественности, и они очень положительно отзываются об этих изменениях. Им это нравится, что мы открыты и не закрываемся, открыты для них. И мы говорим, что если есть у вас критические замечания, мы выслушаем это, подумаем, если есть в этом резон. Если надо что-то менять, мы поменяем. Самостоятельность туда должно быть. Балансировать должны мы. Решение должно быть обязательно законным и обязательно должен быть справедливым. Если решение законное, но несправедливое, это значит, что это решение не годится. Некоторые говорят, что если закон дает неправильный такой результат, который несправедливо, тогда судья должен толковать закон так, чтобы оно было справедливо. Если это невозможно, тогда он должен обратиться в Конституционный суд, чтобы отменили этот закон. Самое главное, чтобы одновременно было и законно, и справедливо. Без справедливости нет порядка. Справедливость – это самое главное. А что вы могли бы порекомендовать судебным органам, которые стремятся улучшить свои усилия по информированию общественности? В первую очередь я могу... они пускай не боятся, не закрываются, пускай откроют двери и пускай разъясняют свои решения после принятия на понятном языке. Юристы, вы понимаете, каким языком говорят? Это самое главное. Но самое главное, то, что они должны научиться профессионально писать. Если это все хорошо изложено, никаких вопросов не будет. Если там чего-то не договорено, не оценено все, вот тогда уже начинается. Поэтому и все решения должны обязательно публиковать, чтобы доступно было для общественности. Вот это самое главное. Госпожа Дадова, большое вам спасибо. Вам спасибо. Вы слушали подкаст глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов. И до встречи в новых выпусках.